Друзья, всем привет! Сегодня в обзоре рассмотрим шикарные 8-драйверные гибридные наушники от компании Xen стоимостью $359. И приходят они в очень солидной коробке с приятным оформлением. Здесь имеется логотип компании и название этой модели Mangirt TIA Pro, а тут указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает 2 динамических драйвера и 6 арматурных излучателей. Чувствительность составляет 104 дБ, и они получили сопротивление 13 Ом. Поэтому сразу скажу, что эти наушники будут довольно легкие на раскачку. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Конверт с инструкциями по использованию наушников. Наушники. Очень красивый и вместительный фирменный кейс. Отличный модульный кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. Сюда можно поставить как балансный штекер на 4,4 мм джек, так и обычный на 3,5 мм джек. Мешочек для хранения наушников. Щеточка для чистки наушников. Сертификат качества с датой производства наушников. 2 набора силиконовых амбушюр и пенные насадки. Наушники очень крупные, выполнены из гипоаллергенной смолы и были раскрашены вручную. И, как по мне, смотрятся они очень красиво, так как они имеют приятный внешний вид лицевой панели, выполненной с буквально переливающейся как хамелеон раскраской. И под разным освещением здесь можно увидеть как зеленые оттенки, так и фиолетовые, как сейчас, так и даже есть синие с лазурным, а снизу так вообще есть какая-то серебристая россыпь. В общем, рассматривать эти наушники можно реально долго. Уж слишком хорошо они выглядят, согласитесь. Да и надпись Mangirt с очень аккуратным таким тоненьким шрифтом тут выполнена прямо в тему. Ну и здесь у них располагается разъем 2 пин для подключения уже комплектного кабеля и находится акустическое отверстие, защищенное металлической сеточкой. А на внутренней части здесь находится надпись TIA Pro и большая маркировка канала. Правый, ну и соответственно левый. Ну и звуковод тут у них тоже металлический, не слишком длинный, но довольно широкий и с хорошо выделенным бортиком для лучшей фиксации амбушюр и защитной сеточкой сверху. Ну и сидят у меня в ушах эти наушники отлично, и я уже давно привык к вот таким более крупным гибридным моделям, поэтому было очень ожидаемо, что лично мне они хорошо подойдут, так как звуковод тут у них выполнен хорошо, он широкий, не слишком короткий, и поэтому амбушюры сюда подходят абсолютно любые, вообще без проблем, поэтому в итоге мы получаем отличную звукоизоляцию и довольно глубокую и комфортную посадку. Но, конечно, если у вас очень маленькие уши, то, наверное, тут для вас могут возникнуть некоторые проблемы. Ну а для всех остальных ребят переживать тут абсолютно не о чем. Причем отмечу, что и никакого эффекта вакуума у этих наушников нет. Вот за это однозначно респект. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат гибридные наушники Xen Mangirt TIA Pro. Вот так выглядит график частотной характеристики, и эти наушники имеют усиление низких частот на 10 дБ с аккуратным переходом к области нижней середины, которая в этих наушниках очень ровненькая и с хорошей теплотой. Да и область верхней середины тут в полном порядке. За это от меня однозначно респект, так как эти наушники в этой области меня совершенно не беспокоят и не звучат как-то резко или излишне энергично, но при этом необходимый драйв и эмоциональность в этих наушниках здесь сохранена, что не может не радовать. Да и высокие частоты тут очень гладкие и достаточно продолжительные, без каких-то жестких провалов или подъемов, и они лишь плавно спадают уже после 15 кГц, что абсолютно нормально. Но давайте все же сравним эти наушники с Hype 4, ведь я уверен, вам всем очень интересно, так как Hype 4 по сей день это мои ежедневные наушники. Ну и вот так соотносятся графики частотной характеристики у этих наушников. И как вы можете заметить, у Hype 4 будет немного больше усиления на мидбасе, что, конечно, при сравнении на слух сразу очевидно. Но при этом обратите внимание, что эти наушники идут практически в паритете в области нижней середины и верхней середины, где они показывают почти одинаковое соотношение усиления четко по моему таргету. А вот на высоких частотах, да, здесь есть уже более заметная разница. Причем
Причем это и слышно на слух, что у Hype 4 высокие частоты будут более продолжительные, отсюда они становятся чуть более требовательными к качеству музыкальных композиций. А у Mangirt TIA Pro здесь имеется аккуратный и плавный спад. Причем на слух он, кстати, не ощущается даже так явно, поэтому не пугайтесь. Я бы определенно не сказал, что эти наушники из-за этого стали звучать как-то темно, менее воздушно или зажато, так как детальность в этих наушниках находится в полном порядке, и они не ощущаются какими-то излишне сглаженными в этом диапазоне. У них есть и хорошая техничность, и аналитика, но безусловно подача у Hype 4 все же будет чуть более прохладная, прозрачная и аналитичная в этом диапазоне, а Mangirt TIA Pro отыгрывают этот диапазон поспокойнее и по сдержаннее, и даже, я бы сказал, чуть помузыкальней. В общем, тут, ребята, уже выбор за вами. Лично для меня обе модели по-своему хороши. Теперь же давайте разберем звучание Mangirt TIA Pro более подробно. Низкие частоты у Mangirt TIA Pro воспринимаются как действительно мощные, безумно раскатистые, с хорошей пышностью в области мидбаса, достаточно акцентированной глубиной саббаса и необходимой общей подчеркнутой ударностью как у кика в электронике, так и у 808 басовых партий в хип-хопе. При этом сам бас по восприятию в этих наушниках достаточно четкий, точно не сглаженный и не размытый на текстуру, с очень хорошей прозрачностью и текстурным наполнением. Да и атака тут точно будет нисколько не хуже, чем у Hype 4, так как все же два динамических излучателя в этих наушниках определенно бьются вот прям буквально четко в паритете с друг другом. Поэтому что там, что здесь ситуация отличная. И придраться к чему-то я определенно не могу. И если вы не какой-то очень явный басхед, то этого количества баса вам определенно хватит. А уж качеству вообще не возникает у меня никаких вопросов. И как по мне, это просто отличная отправная точка для абсолютно разных музыкальных жанров. Ну и серединка тут, ребята, это просто заглядение. И я бы сказал, это буквально настоящий рай для любителей теплой и суперкомфортной бархатистой подачи. Как раз идеально подходящей для суровой и достаточно холодной зимы, как сейчас. И просто спокойным вечером послушать эти наушники, да хорошо погрузиться в музыку, это прям то, что надо. Уж очень приятная на слух тут подача. Забудьте вообще про какую-либо резкость или агрессию в этом диапазоне, так как здесь мы имеем очень правильный, гладкий, тонально теплый, выдержанный баланс правильной музыкальности с хорошей сохраненной прозрачностью и воздушностью в подаче, так как эти наушники не звучат как-то скомканно или зажато в этом диапазоне, а наоборот, все прям максимально разграничено за счет гиперширокой звуковой сцены, которая тут просто поражает. И эти наушники даже играют чуть пошире, чем Hype 4. Вот что меня прям поразило. При их прослушивании создается такое впечатление, будто я нахожусь в каком-то действительно большом концертном зале, где все находится четко на своих специально выделенных местах, и вокальные партии и вокалиста выделяются плавно на передний план, как бы создавая приятную и некоторую интимную обстановку, а различные инструменты и барабаны просто плавно на фоне дополняют всю композицию, как бы плавно завершая ее. Причем радует, что тут нету никакой вот этой легкости в подаче, то есть вот эта добавочная телесность у вокальных партий и жирок у гитар за счет небольшого добавочного веса в области нижней середины тут сохранен, примерно на том же уровне, как и у Hype 4, поэтому и вокал тут воспринимается куда интереснее и приятней, хотя я знаю, что есть любители более свободного и легкого ощущения в этом диапазоне, и это тоже нормально, так как все это дело вкуса. Ну а высокие частоты — это буквально идеальное, комфортное завершение, какое вообще можно было только-либо здесь ожидать от наушников в таком ценовом сегменте. Высокие частоты у этих наушников очень плавные по своей подаче, без каких-либо резких и неприятных всплесков или сибилянтов. При этом, что меня удивило, каким-то супер магическим образом здесь сохранили и отличную детальность, и хорошую прозрачность, еще и техничности сыпанули как полагается. Поэтому вы можете как и просто поразбирать и проанализировать различные тяжелые инструментальные композиции, так можно и просто спокойно насладиться глубоким и чувственным прослушиванием, просто погружаясь в атмосферу композиции, например, прослушивая какой-нибудь легкий эмбиент на фоне. Да и шлейфы от тарелочек тут точно не короткие, а достаточно продолжительные, и радует, что все-таки звучание здесь
не стали делать излишне смягченным или аналоговым, а сохранили вот эту необходимую начальную атаку и остроту хай-хетов, чтобы вы четко понимали, что да, вот это сейчас играют тарелочки, это крэш, а вот здесь перкуссия отступает, тут шейкеры, здесь римшот. То есть с тембральной достоверностью и натуральностью в подаче тут прям все отлично. И я даже скажу больше, что эти наушники я смело поставлю свой рейтинг на второе место после Hype 4 и SIMGOT EM10, потому что, как по мне, тут все отлично, и я не нашел никаких минусов для себя, так как это супер комфортные и грамотно настроенные гибридные наушники с подачей, которая лично мне очень нравится, и звучание от которого я реально могу кайфовать хоть каждый день. И я думаю, все остальные любители такой подачи точно так же, как я, без всяких сомнений останутся довольны. Ну и звуковая сцена у этих наушников получилась широкая и объемная, с отличным трехмерным ощущением пространства. Ширина немного, так скажем, выходит за пределы головы, позволяя точно определить положение звуков слева и справа, так как стереопанорама у них реально непривычно широкая, да и глубина сцены проработана так, что вокалы и основные инструменты звучат немного ближе к слушателю, а фоновая перкуссия или пространственные эффекты плавно занимают место на заднем плане. Причем и с разделением инструментов и разборчивостью планов у этих наушников все тоже хорошо. И даже в очень насыщенных инструментами композициях каждый элемент музыки сохраняет свою точную разборчивость и локализацию в миксе. И сразу понятно, что где и откуда играет. И особенно эту возможность наушников можно оценить в реально тяжелых саундтреках, например, к игре Ведьмак 3. И в Tidal есть целых 3 шикарно записанных и сведенных альбома к этой игре. И я обязательно всем рекомендую их послушать при возможности, особенно на вот таких хороших наушниках. А вывод у меня получился таков. Mangir Tia Pro это абсолютно точно шикарные 8-драйверные гибридные наушники с очень грамотно выполненным тюнингом. И самое главное, очень сбалансированным и теплым звучанием с мощным басом. И что меня вообще поразило, это то, как тут выверен правильный баланс между приятной музыкальностью и очень хорошей аналитичности и детализации для более тщательного и точного прослушивания музыки. Поэтому от себя я эти наушники однозначно рекомендую к покупке. Ссылка на покупку этих наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, всем удачи и пока!